Небольшой спойлер. В этом видео не будет моря. Ну, может, чуть-чуть. Здесь будут горы. Я вам хочу показать не Черноморье, а Черногорию. Или, как говорят местные, Цернгору. Я долго не мог определиться, с какой музыки, с какой песни начать этот выпуск. Но это будет некая диджей Виктория с треком под названием Escape. Потому что это будет Escape с пляжа на Черноморье. Знойной жары, от толп туристов. Настоящую Черногорию. В горы. Да тихо, спокойно. Нет толп людей. Простые, настоящие черногорцы. Красивые виды. Дружище, к озеру Пива как проехать? Туда, типа, да? Налево? А, туда. Я тебя понял. Ладно. А вот и пиво. В смысле озера. Пива здесь нет. Пиво будет вечером. Выбрать море, ты можешь выбрать пляж, можешь выбрать место, даже макияж. Ты можешь стоять в очереди, можешь сгорать на солнце, можешь потеть от жары. Выбирать тебе это ты. Но ты можешь с другой стороны сесть в автомобиль, сесть в автобус, подавить на педаль газа, вдавиться в спинку сиденья и податься вглубь страны, туда, где начинается настоящая Черногория. Там нет зноя, там нет пота, там нет толпы, там нет никого. Там есть горы. И только лишь ты. Вот такие вот черногорские стихи. Типа, парень, ты кто такой? Значит, приехал в какое-то село, типа... Стоит какое-то ружье. В общем, тут типа, ну, они так смотрят на меня, типа, кто ты вообще такой парень? Тут, ну, это, короче, комната, несколько кроватей.
Ночевать сейчас переодеваюсь и буду идти на Трнаватское озеро. Поем и быстренько. В общем, тут никого нет, один я из гостей. За здоровье. Живил. Камера, Good, да? Еди ти, еди. Кто-то стер шузы на этом пути. Должен был попасть на Черновецкое озеро Черновецкое, Трнаватское. Пошел дождь. А уже 3 часа, туда еще идти часа 2, и назад часа 3,5. 3. Короче, не знаю. Наверное, на озеро не попаду. Жалко. Оно в форме сердца. Не жалко, потому что оно в форме сердца, а жалко, что не попаду. То есть не жалко, потому что я туда не попаду, а оно в форме сердца, а жалко, что я туда в принципе не попаду. Потому что оно в форме сердца, это как-то параллельно.
хочется закараться в трюк. Если что, вдруг ко мне буду отбиваться. Я вообще правильно иду? Пришел с гор. Сдал, наверное, час. Какой у меня там есть. Ничего себе. Вау. Очень красивый вид, а если добраться туда 5 часов пешком, просто, ну, вау, эти скалы отвесные со снегом и само озеро в форме сердца, и ты смотришь на это с высоты, и ветер дует, фу, и стрёмно, и красиво. Вау, тут прям... Peace. 6 утра. Вчера упал. Сколько тут? Метра 2-3 снега. Обалдеть. Походу я посеял свой батарею на дрон. Где-то оставил ее. Скорее всего, там наверху, где снимал озеро. Спешил назад, что забыл батарею. Так что осталось 2 батареи на дрон. Но это лучше, чем забыть дрон. Или пульт. Ладно. Буду ехать в Дурнитор, национальный парк, следующая остановка. Короче, дождь. Очень много, очень много. В общем, сегодня будет пасмурный день. Пасмурный. Я посмотрел погоду, и погода говорит, что будет очень много туч. Возможно, это жопа, потому что тучи и все дела. То есть, может быть, что оно будет тоже очень красиво. То есть, допустим, солнышко красиво, а солнышко нет тучи, тоже интересно по-своему. Поэтому, ну, солнце один день, другой день нет
солнце. Ну, завтра, послезавтра опять будет солнце. Так что солнышко покинуло нас ненадолго. www.chernogora.com. Окей. Короче, мы в Дармитур-национальном парке. Здесь очень красиво. Надеюсь, будет. Поехали. Походу монтенегрийцы любят баскетбол сильно. Просто поставили кольцо тупо посреди дороги. Даже расчертили полянку. В общем, фишка в том, что только что проехала какая-то машина. Сказала, что большой снег в горах, и нельзя проехать. Жесть. Ты не знаешь, как на этот в Жабляк проехать? Ну, говорят, что там снег. Ну ладно, поехал тогда. В общем, разворачиваемся, дороги нет. Снег чистят, проехать невозможно. Едем в объезд. Всего лишь 50 километров вместо 30. Не так уж и плохо. Но июнь месяц. Ну окей, высота 1800 метров. Но блин, июнь месяц. И снег до сих пор лежит на дороге. Я в шоке. Дружище, ты местный? На зиплайне катался? Какой лучше? Слева который? Сейчас попробуем. Стрёмно немного.
4-й день подошел к концу. Сегодня проехал я маршрут по плану, но не увидел я то, что хотел увидеть по плану. Тучи, дождь. Но есть и плюс в этом. То, что по-другому представился пейзаж. Среди туч и прозрачный воздух. Было бы жарко, было бы солнце, было бы испарение, было бы эта дымка знойная. А так, чистый воздух. Clear picture. Видел сегодня лису, рыжую, мокрую, худую, с пушистым хвостом. Заснял ее. Ведь не удалось. Да и не те мысли были, если честно. Мост. Красивые кадры, мне кажется, получились. Каньон Тара. Впечатляет. Отвесные скалы с елками на обрывах. Драматик. Драматическая картинка. Спокойноки. Но все же один день я провел вне гор. Или, может, вне больших гор. В малых горах. Вдоль побережья. В национальном парке. Даже на речке. Или озере. В первый день, конечно же, Котор. Приехал в Тиват. Знаете, как в Черногории называется черешня? Называется трэшня. 9,10,90, как вы говорите? Говорят 9,10, 9,10. А еще интересно, они говорят точка. Точка у них будет тачка. Взял автомобиль, проехался вдоль набережной Которского залива. Эти маленькие узенькие улочки, старинные домики, церквушки, города, высокие стройные черногорцы, масса туристов.
красивый пейзаж. На закате поднялся на замок, смотрел на все это с высоты, впечатляет. Такой был мой первый день. Вернее, первый вечер. Котор круто вечером вообще, особенно на закате, подняться на замок, это очень красиво. Правда, уморительно чуть-чуть, но того стоит, очень красиво. Значит, сегодня, значит, Котор, Ловичий National Park. Прикольно. Виды, да, виды. Дальше, конечно же, я поехал по проторенному маршруту через Цетни, старую столицу, через Будву, не заезжая в нее, в Свете Стефану, пофоткаться. Мне впечатлило, жарко, знойно, ничего. На инста место, с которого открывается вид на Свете Стефану. И озеро Шкодра Лейк. Там, вдоль этой извилистой речки, впадающей в это озеро. Там было прикольно. Вот ожидал. Красиво. Стоишь, смотришь на нее. Вдали холмики. Большие, одиночные. Рядом друг с другом. На Ханой-Бэй в миниатюре. И зеленая плева. Лодочки. Красиво. В общем, пока все по плану. В Черногории пока все по плану. Дождей нет, ветров нет, но мы не планировали ни рафтинг, ни параглайдинг. Хотя все возможно. Значит, сейчас едем через Подгорицу. Наверное, там купим какой-то пирожок. Говорят, там ничего интересного. Ну, посмотрим. Она меня впечатлила своей спокойностью, своей размеренностью, тишиной, умиротворением. Причем машин мало, нет пробок. Я сейчас что за день? Сейчас у нас... Окей, суббота, не показатель. Но без 15:07 в Киеве такое время, просто можно застрелиться на дороге. Здесь прикольно. Это необычная столица. Никакая другая столица не была похожа на Черную Подгорицу. Или Подгорица не была похожа ни на одну столицу, в которой я был. Вот этим она меня взяла. Скромностью. Здесь она великая, но скромная. И дальше острог, дорога на закат. Alright. Монастырь, острог,
выдолбленный в обрыве. Просто это долина, это вау, было красиво. Потом ты останавливаешься в одиночном домике на дороге, на втором этаже. Место просто обалденное. В комнате у тебя балкон, вид на задний двор. И там перед тобой панорама. Амфибия, которая может быть настолько большая, что может съесть дикую мышь или маленькую змею. Это жаба. Обычно крастача. Обычно крастача. Шкипери, Черногория, Албания,
Montenegro, Albania. Максим. Доброе утро. 6-й день Черногора. Сегодня у нас по маршруту тачка, Мартава. Короче, какой-то гонял. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. It's the furthest sound. Краткий вывод, анализ, фидбэк. В общем, Котор, норм. Ну, даже вот так вот, наверное. Ну, просто очень много туристов, и для меня слишком шумно. На замок подняться норм, правда, чуть-чуть жарко. На следующий день, значит, Ловичек утром норм. Ловичек, национальный парк, утром норм, никого нет, дорога однополосая. И норм. Видно Котор, видно горы, 360 панорама. Норм. Потом Будва, слишком туристическая город, слишком жарко. Но если вы по пляжам, то, наверное, норм. Я там даже не останавливался.
Свети Стефан становился чисто для фотки. Подняться на инста место, куда видно Свети Стефан сверху. Норм. Дальше. Шкодер, озеро. По панорамной дороге проехаться. Норм. Единственное место действительно красивое. Это в конце уже дороги. Там действительно панорама. Норм. Пока все норм, да? Ну как, это прикольно. Острог. Сам по себе, ну, монастырь, там люди молятся, как в любой церкви. Ну, дорога к нему красивая, особенно в закате. Вау, просто долина и... Потом Пиво Лейк, Пиво озеро. Кстати, я туда ехал, там написано было монастырь пива. Я такой думаю, нифига себе, целый монастырь ради пива. А это было, оказывается, просто название такое, Пиво озеро. Терновачка озеро. Вот. Но хайкинг туда довольно утомительный. Но вид, когда вы поднимаетесь к концу тропы, вид просто захватывает дух. Вот именно что ни на есть. Вот 100%. Дурмитор, национальный парк. Красиво проехаться, не знаю, по поводу нижней дороги, южной, потому что она была закрыта из-за снега. Но северная дорога была открыта, и, ну, были тучи. Кстати, что придало, ну, своеобразный вид тоже. Там есть озеро, не знаю, как называется. И там дорога проходит вдоль каньона. И на дальнем плане, на заднем плане горы снежные. И лес. Ну, супер. Black Lake, Черное озеро. Сильно туристическое, во-первых. Дальше. Тара мост. Супер. Зиплайн. Норм. Бабочек в животе не было. Может, сначала чуть-чуть. Но мост красив сам по себе. И потом дорога вдоль каньона Тара. Просто, ну, вау. И высокие эти скалы, и река голубая. А национальный парк Проклятие, долина Гребай. Ну, за 6 часов вот так вот можно с небольшими остановками обойти этот кружок. И, ну, вид просто на этот Каранфил, гору панорамный. Вау. И, соответственно, Гырло Соколова, это вау. Дорога сюда чуть-чуть, конечно. В общем, страна очень маленькая, но мест напичкана красивыми местами. Тихо, спокойно. И никого. Не то, что там на побережье.